и лицом упала на унитаз. И от унитаза у нее лицо отскочило, она еще упала на пол. Как ты можешь такое говорить? Я не видел, мне не показали. Почему он улыбается или почему он смеется, он вспоминает те счастливые моменты жизни, которые они вместе проводили. С Раимбеком. Шлюшка Раимбека, ну-ка подними голову. 0643. Подними голову. Ну-ка. Шлюшка Раимбека, ну-ка посмотри. Естественно, что я не мог, как я вот мог, да? Я ей сказал, собирай вещи, мы уходим отсюда. 5 раз вы отказывались от дачи показаний. Выпивает ее, да, полностью. В какое-то впадает в неадекватное состояние. Уходит от нее, возвращается и снова наносит удары. Почему нельзя было позвонить сразу в скорую? Вы звоните гадалке. Видно, что она без одежды, без нижнего белья. Может быть, как-то мой телефон вскрыли и это все загрузили туда. Никакой Это вы сами снимали? – 27 марта 2024 года в столице Казахстана Астане началось громкое судебное разбирательство. На Западе подобные дела называют судебными процессами века. Интерес к процессу изначально был понятен, так как на скамье подсудимых оказался известный в стране бывший чиновник. Обвиняемый 44-летний Куандык Бишимбаев – представитель золотой казахстанской молодежи, той небольшой прослойки, которые с пеленок получали все самое лучшее – хорошее образование и безбедную жизнь. И когда эти мужчины сегодня во власти не имеют ни морали, ни стыда, ни совести, это задевает, объясняет руководительница казахстанской правозащитной организации «Феминита» Гульзада Сержан. Для господина Бишимбаева это уже не первый громкий судебный процесс. В первый раз ему удалось отделаться довольно малой кровью. Однако на этот раз, ввиду огромного общественного резонанса и внимания к делу со стороны практически всего населения Казахстана, избежать правосудия, по всей видимости, ему не удастся. Уникальность этого процесса в том, что преступления чиновника не заметают под ковер. Открытые трансляции заседаний суда присяжных можно увидеть на сайте Верховного суда, в стримах различных СМИ, на Ютубе. Такое в Казахстане происходит впервые. Все смотрят этот суд, и дети, и водители такси. Весь мой ТикТок, каждое видео про это дело. Вырезки трансляций из зала суда, акции, флешмобы. Я такое единение наблюдаю впервые. В основном все сопереживают жертве, но есть отдельные комментаторы, которые говорят, что она сама виновата, рассказывает медиа-менеджер Айсана Ашим. Куандык Велиханович Бишимбаев родился 11 апреля 1980 года в городе Кызыл-Орда, Казахстанской ССР. Его отец, Велихан Бишимбаев, был видным общественным деятелем Казахстана. С 2012 по 2016 годы являлся депутатом Манжелиса, Нижней палаты парламента страны. В 1999 году Куандык Бишимбаев получил первое высшее образование в Казахской государственной академии управления. В 2001 году окончил Тарасский государственный университет имени Дулати. Затем учился в университете Джорджа Вашингтона в США. В 2007 году Бишимбаев получил ученую степень кандидата экономических наук. Казахстанская пресса не раз обращала внимание на нестыковки в публичной биографии Бишимбаева. Невозможно за 3 года получить степень бакалавра, а потом окончить сразу 2 вуза в разных странах. С 2001 года 21-летний Куандык начал работать в банковской сфере. Занял должность главного менеджера в Банке развития Казахстана. С 2002 по 2005 годы занимал руководящие должности в различных фондах и корпорациях. Затем Бишимбаев начал карьеру в правительстве Казахстана. В 2005 году 25-летний молодой человек сразу занял пост советника министра экономики, а в 2007 стал вице-министром индустрии и торговли. В 2008 году Куандык Бишимбаев начал работать в администрации президента страны,
и уже на следующий год стал помощником Нурсултана Назарбаева, который в те годы был главой Казахстана. Еще через год, в 2010-м, занял должность вице-министра экономического развития и торговли Казахстана. В 2012 году Бишимбаев вошел в Совет директоров Банка развития Казахстана, а в 2013 возглавил правление национального управляющего холдинга «Байтерек». Многие казахи отмечают, что его постоянно показывали на телевидении как самого молодого чиновника, то есть он всегда выделялся на общем фоне. Многие называли его любимчиком тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева. Золотой ребенок быстро стал одним из самых молодых министров в стране, однако занимал должность всего 8 месяцев. Его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Молодого министра арестовали, Бишимбаеву вменялось совершение преступлений, предусмотренных статьями за получение взятки, присвоение или растрату вверенного чужого имущества, а также организацию совершения уголовного правонарушения. По версии следствия, Бишимбаев еще до назначения министром, будучи главой правления нацхолдинга «Байтерек», организовал преступную схему по хищению бюджетных средств при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Ордаглас» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж». Бишимбаев, будучи председателем правления нацхолдинга «Байтерек», также создал преступную схему получения взяток от строительных компаний за лоббирование их интересов и вовлек своих подчиненных в эту деятельность. Всего бывшему министру вменялось 8 фактов получения взяток и 1 факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 1,2 миллиарда тенге, более 250 миллионов рублей, 7 взяток на сумму 346 миллионов тенге, более 72 миллионов рублей, были получены в рамках государственной программы «Нурлы-Жол» «Светлый путь» по строительству арендного жилья. Приговором специализированного межрайонного уголовного суда Астаны от 14 марта 2018 года Бишимбаева осудили к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе с конфискацией имущества. Бишимбаев несколько раз просил прощения у экс-президента Нурсултана Назарбаева за то, что оказался в такой ситуации. Просьбу удовлетворили. 10 лет заключения по приговору заменили на 4. После этого заключенный направил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд его удовлетворил. Бишимбаев вышел на свободу в октябре 2019 года, отсидев из назначенных 10 лет всего 1,5 года. Публичных должностей он больше не занимал. Сам Бишимбаев рассказывал, что после выхода из тюрьмы зарабатывал от 8 до 15 миллионов тенге в месяц, от 1,5 до 3 миллионов рублей. Это доход, который он получал как совладелец ресторана «Бао» в Астане. Запомните это название. Здание гастроцентра, в котором располагается ресторан «Бао», принадлежит ТОО «Ези Парк». Среди учредителей компании значится мать Бишимбаева Альмира Нурлыбекова. Кроме бизнес-леди, компанией владеют бывший управляющий директор АО «Нух Байтерек» и замгендиректора по финансовым вопросам ТОО «Документолог» Сержан Мадиев, первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин, Тазбалат Абдулин и Али Аспанов. Директором гастроцентра значится Бахаджан Байжанов, родственник Куандыка по линии матери, которого нередко называют его братом. Поговорим о личной жизни бывшего чиновника. Куандык Бишимбаев был женат дважды. Первая жена – Назым Кахарман. С ней Куандык Бишимбаев состоял в браке 14 лет. Бывшие супруги воспитывали 4 детей, 3 сыновей и младшую дочь. Во время суда по делу о коррупции Назым Бишимбаева выступала общественным защитником супруга. Пара развелась в 2020 году, после того, как Бишимбаев вышел из тюрьмы. Второй женой стала Салтанат Нукенова, которая была младше Бишимбаева на 12 лет. Салтанат родилась 15 мая 1992 года в Павлодаре, окончила школу, колледж и вуз.
У нас не семья миллиардеров. Были времена, когда приходилось сложно. Родители выкладывались в бизнесе на 200%. Так я уезжал в Америку благодаря их поддержке. Салта ездила учиться в Англию, рассказывает ее брат Айтбек Амангильды. Салтанат стала астрологом. Она составляла натальные карты, делала предсказания, помогала с выбором профессии, вела блог в запрещенной соцсети. Именно деятельность Салтанат Нукеновой привлекла будущего мужа Куандыка Бишимбаева. Со слов родственников, Нукенова была самодостаточной женщиной. Не зависела от семьи, не просила денег и всего добивалась самостоятельно. Она регулярно повышала квалификацию по астрологии, проходила обучение. Салтанат мечтала стать телеведущей и посещала кастинги. Мне знакомая показала астролога. Симпатичная девушка. Я ожидал увидеть бабушку лет 50, похожую на шамана. Один раз попробовал записаться на прием, но помощница сказала, что мужчин она не принимает. Тогда Камила, подруга Куандыка Бишимбаева, пошла на прием. Салтанат ей рассказала, что рассталась с парнем, сорвалась свадьба, а моя подруга просто сказала: «Есть такой мужчина, который тебя видел, ты ему симпатична, он хотел бы познакомиться», расскажет впоследствии экс-чиновник. Они познакомились в 2022 году. Через 3 месяца, в декабре 2022 года, сыграли свадьбу, но официально отношения так и не оформили. Провели мусульманский обряд никах. Двоюродная сестра Салтанат уверяет, что изначально относилась к Куандыку Бишимбаеву негативно. В августе 2022 года мы встретились с Салтанат и нашей третьей сестрой. Салтанат рассказала, что с ней хочет познакомиться парень, Бишимбаев Куандык, бывший министр, судим, был женат. Что он подослал подругу Камилу. Я отреагировала негативно. Мне не нравилась биография этого человека. Я была против, сообщила Айнур Нукенова. Через какое-то время Салтанат прислала сестре фото с кольцом на пальце. И Айнур, по ее словам, снова высказала негативное мнение по поводу избранника. После свадьбы Салтанат стала значительно реже общаться с подругами и сестрами. Сразу после церемонии Узату, провода невесты, оформлением зала, для которой занималась Айнур, вдруг возник неожиданный конфликт. Мне в час ночи после Узату звонит сотрудник ресторана «Аскар». Говорит: «Айнура, что такое? Куандык меня тут материл, на таких матах таскал». Потом позвонила Салта, тоже спрашивала, что случилось. Потом тут же мне позвонил Куандык и начал угрожающим, наезжающим тоном мне заявлять, мол, что такое, почему у меня были не искусственные цветы, а живые. Хотя до этого при свидетелях мы договаривались, что будут именно живые цветы, рассказала Айнур. После этого сестра Салтанат старалась ограничить общение с избранником своей сестры. А вскоре ей пришлось практически прекратить общение и с самой двоюродной сестрой, причем по просьбе последней. «Айнурчик, ты мне не пиши, а то Куандык прочитает», писала Салтанат Нукенова сестре. Также несколько раз она просила у Айнур денег взаймы, а вот встретиться сестрам удавалось крайне редко. На личной странице в соцсети сама Салтанат Нукенова тогда писала: «Самый золотой муж, ни разу не пожалела, что сказала «да». Готова с утра до вечера тесто катать для него». То есть готовить. В казахской национальной традиции именно это должна делать хорошая жена. Салтанат говорила, что он, Бишимбаев, требовательный, что 24/7 он с ней. Я ее приглашала сходить по магазинам. До этого мы часто ходили вместе по магазинам. Но тут она мне говорит: «Нет, я только с Куандыком», делится Айнур. До замужества, по словам сестры, Салтанат не была склонна ни к употреблению больших доз алкоголя, ни к агрессивному или тревожному поведению. Но после замужества она изменилась. В июле 2023 года она рассказывала, что не может с нами встречаться, потому что она постоянно в синяках, под его контролем, что она не может просто так отлучиться. Она говорила: «Я вам так завидую, я тоже так хочу свободно выйти куда-то, посидеть, но я с ним не могу». На дне рождения она вела себя неспокойно, она постоянно беспокоилась, что он скажет, как отреагирует. На свой день рождения Салтанат пришла в черной одежде. Сестра отметила,
что раньше она бы никогда так не оделась на праздник. Также у Салтанат глаза были опухшие от слез. Позднее, в редкие встречи с родственниками Салтанат, по словам Айнур, часто была одета в черное. Женщине удалось наладить теплое общение с детьми мужа от предыдущего брака. Уже несколько месяцев спустя, в марте 2023 года, Салтанат отправила своему брату Айтбеку фотографию с синяками на лице. Она просила сохранить снимки, удалить переписку и ничего не предпринимать. Несмотря на просьбу сестры, Айтбек приехал в квартиру Бишимбаева, чтобы ее забрать. Встреча закончилась громким скандалом, после которого Айтбек и Куандык перестали общаться, да и сама Салтанат практически прекратила общение с братом. В дальнейшем Бишимбаев попытается обратить этот конфликт в свою пользу. Об этом мы поговорим чуть позже. Я ей сказал: «Поехали домой, собирайся, тебе это все не надо». Она ответила, что сама разберется, что она взрослая самостоятельная женщина, и что она любит Куандыка, говорит Айтбек Амангельды. Также в суде он зачитывает переписку с Салтанат, в которой много раз просил сестру, чтобы та ушла от гражданского мужа. «Он тебя убьет, ты там заложница, ты там как в тюрьме с надзирателем, с синяками дома сидеть – это не любовь, он тебя сломал». На что Салтанат отвечала: «Я сама виновата». О том, что издевательства происходили систематически, рассказывают и другие свидетели. Я приехала к ним домой, Салтанат вышла. Но она была без чемодана, и первое, что я заметила, что она была очень расстроена. Она села вперед, я поворачиваю голову к Салтанат и вижу, что у нее с левой стороны были следы от удушения, следы от веревок. У нее вся левая сторона была в синяках. Я сразу подумала о плохом. Мы сели в кофейне. В ходе разговора она рассказывала о том, что Куандык тиран. Он 24/7 находится рядом с ней, не разрешает ей общаться с подругами, с сестрами, о том, что она постоянно находится под его контролем. Мы просидели около 2-3 часов, и все это время она была очень расстроенной, рассказывала больше об их отношениях, что у них постоянные ссоры и что он ее контролирует. Вспоминала бывшая ассистентка Нукеновой Анара Тасова. Салтанат несколько раз пыталась уйти от Куандыка, даже сняла квартиру, куда собиралась переехать от мужа. Как станет известно гораздо позднее, порвать с гражданским мужем окончательно она боялась из-за того, что тот шантажировал ее интимным видео. Подруге Аиде Ахмединой Салтанат рассказывала, как Бишимбаев манипуляциями заставил ее снять ролик, пообещав, что после этого они расстанутся. Он сказал, что не отпустит, типа у моей семьи есть фото с побоями, и типа мы его будем шантажировать. И он просил сделать видео, где я голая, чтобы у него тоже был рычаг давления на меня, и что это его гарантия, что никто его не будет шантажировать. В итоге именно это видео стало тем роковым обстоятельством, из-за которого Салтанат оказалась заложницей Бишимбаева. Он якобы грозил выложить запись в интернет. В Казахстане огромное внимание уделяется чести и достоинству, чистоте женской репутации. Если она будет замечена в интимных видео, она подвергнется давлению и порицанию. В августе 2023 года Нукенова уехала к родителям в Павлодар. «Я уезжаю в Павлодар насовсем. Чувств нет, сохранять ничего не хочется и не можется. Ты не извинился за свою измену. Обвинял во всем меня и настаивал на психотерапевте. Ты настолько слеп, что я не могу это выносить. Прости, забудь. Для себя я поставила жирную точку», – писала девушка у себя в заметках. В тот раз Бишимбаев убедил ее вернуться. Брат Салтанат рассказал, что только за 2023 год Салтанат уходила от Куандыка Бишимбаева как минимум 8 раз. В начале октября 2023 года она сообщила родственникам, что окончательно решила расстаться с гражданским супругом. Брат помог ей найти арендную квартиру и привезти вещи. Следующая новость, по словам брата, стала шоком для всей семьи Салтанат. 26 октября 2023 года мне мама скинула фотографии обряда никах Салтанат в главной мечети Астаны. Я был в шоке от этой новости
И мама удивилась, что Салтанат снова пошла и сделала никах с Куандыком. Об этом мы узнали 26 числа, а сам никах, насколько я знаю, произошел 20-21 числа. Подруги были, меня не было на этом мероприятии. Получается, 20-21 октября они снова начали сходиться, рассказал брат девушки. Последний раз, когда родители видели ее живой, это было в начале ноября 2023-го. Тогда был семейный ужин, на который Куандык позвал наших и своих родителей в ресторан «Бау». Это было 4 или 5 ноября. Мы с Салтанат в тот день созванивались, так как я вез родителей к ним, но мы с ней так и не увиделись. Родители там провели около 6 часов, потом приехали ко мне. Они были довольны, что все хорошо прошло, все спокойно. Салтанат была спокойна, не было напряжения в тот вечер. Вечером 8 ноября 2023 года 31-летняя Салтанат Нукенова вместе с подругой и Куандыком Бишимбаевым пошла на концерт Димы Билана в Центральном концертном зале «Казахстан» в Астане. Во время концерта пара поссорилась. Не дождавшись окончания выступления Билана, пара направилась в ресторан «Бао» в гастроцентре, тот самый, который принадлежал родственникам Бишимбаева и долей в котором он владел сам. В заведении они снова поссорились. По версии следствия, девушка заявила, что устала от отношений и хочет уйти. В 0 часов 40 минут она написала об этом брату. «Я сейчас приеду. Я ухожу от Куандыка». Пообещала приехать к нему на ночевку и вызвала такси, но так и не села в него. По словам брата, у нее был расстроенный голос, она плакала. Брат ответил, что он дома и она может приехать в любое время. Тогда же он проверил геолокацию телефона девушки и убедился, что она находится в гастроцентре. Спустя 24 минуты, в 1:04, брат написал сообщение, спросил, когда Салтанат приедет. Через час, в 2:05, она прочла сообщение, потом был звонок с ее телефона, брат перезвонил, но она сбросила звонок. Когда в 2:05 Айтбек снова проверил местоположение телефона сестры, оказалось, она находится уже в соседнем здании Талан Тауэрс, где расположена гостиница Ритц Карлтон. Айтбек решил, что сестра пошла туда переночевать, потому что не хотела его расстраивать. Утром в 7:46 он написал сестре сообщение «Где ты?». По геолокации ее телефон все еще был в районе Талан Тауэрс, и брат решил, что Салтанат еще спит. Это сообщение, отправленное утром, в обеденное время вдруг было отмечено как прочитанное. Далее брат рассказывает. В 8-9 часов вечера я был дома. Мне позвонила подруга Салтанат Линара. Она очень взбудораженным голосом начала спрашивать меня, «Это правда или неправда?» Я сказал, «Успокойся, что происходит». Она переслала мне сообщение, какую-то полицейскую сводку, о том, что 9 ноября Бишимбаев Куандык убил Нукенову Салтанат. Я это прочитал и подумал, что это, наверное, утка какая-то. Поехал, чтобы разобраться. Я начал звонить Салтанат, она не отвечала. Я смотрел локацию, телефон уже находился у нее дома на проспекте Туран. По дороге он звонил Куандыку Бишимбаеву, Бхаджану Байжанову, брату Куандыка, директору гастроцентра, но их телефоны молчали. Дома у Салтанат его встретили темные окна, на стук в двери тоже никто не отвечал. После этого Айтбек Амангельды позвонил на номер 102, сказал, что переживает за сестру и получает странные сообщения о ее смерти. И тогда информацию о гибели его сестры впервые официально подтвердили. Тогда Айтбек взял такси и поехал в гастроцентр. И в это время родители Салтанат тоже стали получать сообщения о смерти дочери. Отец позвонил Айтбеку, просил выяснить, что происходит. Когда я приехал в гастроцентр, мне сказали, что наверх нельзя, направили к следователям. Они спросили, кто я ответил, что брат. Они говорят, туда нельзя, там криминалисты. Салтанат была убита. И я спросил, он, Бишимбаев, тоже там? Они ответили, нет, его уже увезли. Я собрался с мыслями, позвонил отцу, сказал, да, папа, это правда, Салту убил Куандык.
Я, видимо, был на громкой связи и услышал, как мама кричит. В тот же день, 9 ноября 2023 года, Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. 11 ноября его арестовали. Позднее срок содержания продлевали несколько раз. Экс-министра обвиняют в истязании и убийстве, совершенном с особой жестокостью. В этот же день, 11 ноября, Салтанат Нукенову похоронили в ее родном городе Павлодаре. Проститься с ней пришли много незнакомых людей, потрясенных историей убийства девушки. 27 марта 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство с участием присяжных по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве своей гражданской жены. Суд проходит под председательством судьи Айжан Кульбаевой. Бишимбаев обвиняется по статьям истязание, убийство, совершенное с особой жестокостью, и рецидив особо тяжкого преступления. Ни по одному из пунктов обвинения обвиняемый вины не признал. На одном из заседаний суда Бишимбаев рассказал, что, по его мнению, произошло в день гибели Нукеновой. Мужчина улыбался и даже смеялся, за что судья сделала ему замечание. По словам адвоката, он делал это так как вспоминал те счастливые моменты жизни, которые они пережили вместе. Во время первой части судебного заседания экс-министр Куандык Бишимбаев озвучил свою версию случившегося 8-9 ноября 2023 года. Все было спокойно. Мы зашли в концертный зал, и никаких предпосылок для ссоры не было. В фойе меня увидела знакомая и поцеловала в щеку. Салтанат начала нервничать, спросила, кто это такая. Я ответил, что это моя коллега. Мы прошли в зал. По дороге она попросила заказать шампанское. Я попросил в ресторане привезти 3 больших стакана и остался на улице. Позднее мы зашли в вип-зал номер 5, заказали бутылку шампанского. Мы не ссорились, я просто слушал ее 3 часа, все ее претензии и обиды. Основная их суть была в том, что я уехал один в Турцию, переписывался с другими женщинами, меня видели там и тут. Салта говорила: «Я сейчас уйду от себя», но не уходила. Наш диалог длился 3 часа. Мы к этому времени уже прилично выпили, 3 бутылки шампанского. Она вдруг вскочила и начала вызывать такси. Я не держал ее, но сказал, чтобы она подумала, а не рубила с плеча. В вип-зале мы говорили 3 часа, а после на улице еще час. Она могла уйти, но не уходила. Бишимбаев заявил, что после концерта они с супругой пошли в ресторан. Там она якобы пыталась задеть его и вывести из себя. Сняла кулон, который он дарил. Начала снимать серьги, обручальное кольцо, часы, браслет и бросила все в унитаз. Я не знал, что делать, и пошел в сторону бара, где взял еще одну бутылку алкоголя. Маляры работали, я спросил у них, есть ли зажигалка. Потому что стрессовой была ситуация, хотелось покурить. Они сказали нет. Я зашел в VIP, хотел открыть дверь туалета, смотрю, она закрылась изнутри. Оттуда были слышны какой-то шум, крики, как будто удары об стену, мат-перемат. Я начал стучать в дверь, а потом уже бить кулаками. Потом ударил штативом, и появилась дыра. Тогда Салтанат открыл дверь. Она стала кричать на меня, я тоже кричал матом. Она кинулась на меня, порвала мне рубашку. Я толкнул ее, она ударилась об стену. Обвиняемый уверяет, что в туалете Нукенова случайно нанесла себе увечья, а он дал ей лишь 2 пощечины. Она начала снимать цепи, обручальное кольцо, часы, браслет. Это были символические подарки. Каждая вещь с любовью была мной подарена. Она берет все и выбрасывает в унитаз. В тот момент мне эмоционально было больно. Там и сами вещи были дорогие, и они были подарены с любовью. Серьги были надеты на Кыз Узату, провода невесты в новую семью, моей мамой. Браслет – это был мой первый подарок, рассказывал Бишимбаев. Я не выдержал, дал ей пощечину. Когда она кинулась в очередной раз, я тоже порвал ей рубашку. Она разозлилась, стала снимать рубашку. Эта одежда как раз была куплена перед концертом. Когда она дергала вниз штаны, я разозлился и отпустил ее. Получился противовес.
Она думала, что я буду держать, и дернула, а я отпустил. Штаны у нее слетели, она потеряла равновесие, стала заваливаться в сторону унитаза. Она полетела сначала об стену и лицом упала на унитаз. Очень сильный был удар. Она отскочила от унитаза и упала на кафельный пол. Я опешил. Она секунд 10-15 рядом с унитазом лежала, рассказывал Бишимбаев. Второе избиение Нукеновой произошло около 7 утра в холле ресторана. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. Обвиняемый не отрицает побоев. Я схватил ее за волосы, дал 4 пощечины сильных, 2 с левой руки, 2 с правой. Она в этот момент, видимо, упала. Когда она упала, я пнул ее раза 3-4 по бедру, по ягодице. Я четко осознавал, что никакой жизненный орган не должен быть задет. Я пнул ее раза 4. «Вставай, чё ты?» Я был злой и начал за волосы ее поднимать, признавался он. После этого Бишимбаев за волосы уволок Нукенову в вип-кабинку ресторана, где нет камер видеонаблюдения. Что там происходило, неизвестно. Живой Салтанат оттуда уже не вышла. После этого девушка, по его словам, пыталась подняться, но упала и опять ударилась об кафельный пол лицом. Билась коленями об пол и об стены. Вскоре она легла на диван, а сам обвиняемый вышел за водой, а потом уснул рядом. Когда он проснулся следующим утром, то Салтанат спала и храпела. Затем приехал его брат Байжанов, якобы чтобы отвезти пару домой. Бишимбаев обернул девушку пледом, чтобы другой мужчина не видел ее обнаженной. По его словам, девушка держала еще шею, двигала руками. Мы ее за руки приподняли, с Байжановым мы приподняли ее за руки. Она двигалась. У нее были рефлексы, она держала шею. У нее храп пропадал, как будто она просыпается. Мы прошли 5-6 метров к двери ВИПа. Я думал, сейчас она разойдется, сделает шаги. Она передвигала ноги и что проснется, но этого не происходило. Она была как будто пьяный, уставший человек, мертвецки пьяный человек, который не может проснуться, но мычит что-то. Пытался ее будить, не просыпалась. Но у нее прошел храп. Я подумал, храп прошел глубокий сон, она просыпается. Я отпустил Бахеджана и сказал: «Наверное, она будет просыпаться уже, я тебе напишу, как проснется, и ты отвезешь нас домой». Я начал будить Салтанат и заметил, что у нее лицо стало прохладным. Я стал щупать ее щеки, они стали прохладными. Я понял, что температура изменилась. Стал щупать тело, оно было таким же. Я стал щупать пульс, не нашел его. Думал, может, я пьяный, не могу найти пульс. Позвонил Бакеджану, говорю, может, ты найдешь? Но он тоже говорит, не могу найти. Я сказал ему, вызывай скорую. Он начал скорую вызывать. Бишимбаев уверяет, что она заснула в кабинке и не проснулась. Он рассказывал, что когда он якобы думал, что она заснула, то укрыл Салтанат пиджаком, та была раздета. Подумал, ладно, сейчас она проснется, и не стал щупать ее пульс. А вместо того, чтобы позвонить в скорую, позвонил ясновидящий и спросил, жива ли Салта. Та ответила, сейчас она проспится и проснется. Скорая приехала и началось. Они стали делать реанимационные мероприятия, я уже просто потерялся и пошел на кухню. Взял нож. У меня была только одна мысль. Будет лучше, если я сам себя убью. Потом приехала полиция. Вот и все обстоятельства, подытожил Бишимбаев. Но что же на самом деле произошло в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане «Бау», после того, как пара, поссорившись, ушла с концерта Димы Билана? Оказалось, что Бишимбаев избивал Салтанат на протяжении всей ночи. В первый раз в туалете ресторана. В суде адвокаты семьи убитой показали фото часов и браслета, которые Нукенова якобы сняла и выбросила в унитаз. Согласно результатам экспертизы, эти предметы были сорваны с ее рук. Количество алкоголя в крови и моче убитой, согласно экспертизе, было незначительным, поэтому сказать, что она была на тот момент в бессознательном состоянии, нельзя. Чтобы оскольчатый перелом носа, чтобы он рассыпался, образовался,
Это надо человека ударить об унитаз, заявил в ходе заседания судмедэксперт Тахир Халимназаров. Когда в зале суда показали видео с камер наблюдения, на которых отчетливо видно, как мужчина избивал супругу, он не изменил своих показаний. В определенный момент адвокаты подсудимого просили обратить внимание на то, что Бишимбаев бил Салтанат ладонью, а головой о стену она ударилась уже сама. Второе избиение Нукеновой произошло около 7 утра в холле ресторана, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. Из материалов суда. Находясь в алкогольном опьянении и пользуясь своим физическим превосходством, Бишимбаев в холле ресторана нанес серию сокрушительных для женщины ударов кулаками по голове, от которых она упала на пол. После этого стал пинать ее ногами. Пытаясь спастись, девушка закрылась в одной из комнат, но Бишимбаев выбил дверь и вновь избил ее. Бишимбаев обхватил Нукенову за горло и стал душить, отчего последняя потеряла сознание и скончалась на месте, заявила гособвинитель Айжан Аймаганова. В продолжение прокурор заявила, что уже 9 ноября Бишимбаев позвонил директору гастроцентра Байжанову и приказал тому приехать на работу. Кроме того, Бишимбаев приказал ему распустить персонал ресторана, а также удалить все видеоматериалы в ресторане. Позднее экспертам удастся восстановить удаленные записи. Зная, что брат Нукеновой отслеживает ее геолокацию по телефону, Бишимбаев поручил Байжанову построить себе алиби, отвезти телефон девушки к ним домой, а по дороге заехать с телефоном в Fitness Palace и ЦКЗ Казахстан, чтобы оставить следы геолокации мнимого нахождения Нукеновой в этих местах. Эти указания Байжанов выполнил. Приехав, Байжанов увидел Нукенову, которая находилась в бессознательном состоянии. По просьбе Бишимбаева они подняли Нукенову. Девушку уложили на диван. Спустя несколько часов Байжанов обнаружил, что Нукенова скончалась. Звонок в скорую поступил от Байжанова в 19:55, спустя более 12 часов после избиения. В 21:40 медики закончили осмотр тела. На тот момент степень трупного окоченения была хорошо развита, из чего эксперты приходят к мнению, что смерть наступила не менее чем за 6-8 часов до момента обнаружения, объясняла адвокат семьи потерпевших Жанна Урабахова. В этот же день экс-чиновника арестовали. Как следует из заключения эксперта, Салтанат Нукенова скончалась от черепно-мозговой травмы. Смерть Нукеновой наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся острой субдуральной гематомой в правой лобно-височной, теменной затылочной области, левой теменной затылочной области с последующим развитием дислокационного синдрома вклинения миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие, то обусловило нарушение, а затем и прекращение функций центральной нервной системы, остановку сердечной деятельности и дыхания, что явилось непосредственной причиной наступления смерти, говорится в экспертизе. На лице и теле Нукеновой были множественные ссадины и кровоподтеки. Кроме того, у нее был сломан нос. Всего же на зачитывание заключения у адвоката ушло целых 10 минут. Настолько много травм и подробностей в нем было перечислено. При этом 16 апреля 2024 года адвокаты Бишимбаева огласили в суде заключение российских экспертов судебной медицины из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в Москве. Российские эксперты опровергли выводы казахстанских специалистов о том, что Нукенова скончалась в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. Помимо Бишимбаева, 11 ноября 2023 года был задержан и Бакаджан Байжанов. Он обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесении о тяжком преступлении. Примечательно, что Байжанов заявил о давлении со стороны своего двоюродного брата. В частности, он рассказал, что к нему в СИЗО приходил общественник Бауржан Мусин, якобы от лица Бишимбаева.
Постоянно говорил, что экспертиза показала, что она была пьяная, утверждает подсудимый. Также по версии Байжанова, Мусин пытался организовать ему встречу с экс-министром, вытащив из камеры после отбоя. Ранее директор гастроцентра попросил, чтобы во время заседаний он сидел отдельно от родственника. Он всячески на меня давление оказывает. Так скажи, по поводу дачи показаний, пояснил Байжанов. Следует напомнить, что данный судебный процесс является открытым. Об открытости процесса просил сам Куандык Бишимбаев, будучи уверенным в том, что сможет доказать. Он совершил преступление непредумышленно. По этой же причине он ходатайствовал о том, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Многие сходятся во мнении, что Бишимбаев рассчитывает склонить на свою сторону консервативную часть общества, для которой важно понятие «уят» – общественное осуждение человека, не соответствующего моральным нормам. Уят в отношении женщины – это любое неподобающее поведение. Например, надеть короткую юбку, перечить мужу, не поклониться старшим родственникам, развестись и даже выйти замуж за иностранца. Прекрасно понимая это, Бишимбаев в суде говорит: «Она выкинула серьги, которые подарила ей моя мама. Она пила алкоголь», делая акцент на том, что она страдала зависимостью. Хотя судмедэкспертиза показала невысокое содержание алкоголя в крови и моче убитой, само употребление спиртного женщиной, неуважение к свекрови для казахов являются недопустимыми. Она до замужества встречалась с женатыми мужчинами. Она говорила, что ей нужна была материальная поддержка, утверждает обвиняемый. Бишимбаев постоянно подчеркивает, что дарил подарки, пытается выставить Нукенову эскортницей, якобы она только на деньги повелась. Это неправда. И какое это имеет отношение к убийству? Возмущается медиаменеджер Айсана Ашим. Бишимбаев устраивает шоу не для нас, а для присяжных. Он давит на стереотипы, на маркеры, определяющие хороших и нехороших женщин, говорит Малдир Албан из общественного фонда «Свет». К сожалению, в нашей стране до сих пор обращают внимание на то, чиста или нечиста невеста. Даже если самому мужчине это не важно, это имеет значение для семьи. И они, члены семьи, могут оскорблять невестку, говорить, что у нее не та репутация и что она вышла замуж не девственницей. В некоторых областях до сих пор могут вытащить простыню после первой брачной ночи и проверить, действительно ли там была кровь. Как объясняли исследователи Галым Жусипбек и Жанар Нагаева в своей статье «Права Келин в Центральной Азии», все 30 лет после распада СССР в казахстанском обществе усиливаются консервативные настроения. В восстановлении традиций, которые включают в себя уят, многие видят возрождение истинной казахскости, которая противопоставляется советскости. Эти идеи поддерживают как мужчины, так и женщины. В числе прочего, Бишимбаев заявил, что Салтанат ругалась матом, что тоже, согласно традициям, недопустимо для женщины. Их переписка, зачитанная в ходе суда, говорит об обратном. В ней нет мата, зато видно, как вежливо и даже услужливо Салтанат общалась с мужем. 8 ноября Бишимбаев пишет: «Салта, ты мне заказала дезодорант. Забыла, как обычно?» Нукенова отвечает: «Заказала, Жаным, дорогой. Сейчас привезут, прости, пожалуйста», читает вслух прокурор. Также Бишимбаев на суде заявил, что убитая якобы страдала пограничным расстройством личности. Он добивается того, чтобы выставить ее истеричной, неуравновешенной, что она все время устраивала ему сцены ревности, контролировала и так далее. И все, что он делал сам, он приписывает ей. Это типичный ход абьюзера, поясняет правозащитница Малдир Албан. Кроме того, Бишимбаев пытался обратить в свою пользу конфликт с братом Салтанат, произошедший в марте 2023 года, когда Айтбек приехал в квартиру, где его сестра проживала с Бишимбаевым, чтобы увезти ее домой. В этой же квартире проживали младшая дочь и сын Куандыка от первого брака. По рассказу Назым Кахарман, бывшей жены подсудимого,
В марте 2023 года в одну из ночей произошла драка, свидетелями которой стали дети. Дочь прислала матери тревожные сообщения. В одной из соцсетей начали распространяться сообщения, что Айтбек изнасиловал их совместную с Куандыком Бишимбаевым 10-летнюю дочь. В свою очередь, бывшая жена отреагировала на эти сообщения, заявив, что пост с обвинениями в адрес брата Салтанат Нукеновой, Айтбека Амангильды, клевета. Она добавила, что не знакома и не является другом брату погибшей Салтанат Нукеновой. Детей допросили, после чего был сделан вывод, что в отношении детей Айтбек Амангильды не нарушил никакого закона. Стала популярной и прокурор Айжан Аймаганова. Неизвестные даже пытались подделать ее страницу в соцсетях, на которую сразу подписались 19 тысяч человек. Позднее прокурор в своем настоящем аккаунте подтвердила подлинность собственной страницы. К слову сказать, на фоне последних событий Айжан Аймаганова, выступающая против чиновничьей элиты, получила небывалую популярность, в ее поддержку в соцсетях высказываются сотни человек. Брат Салтанат, Айтбек Амангильды, который тоже выступает за максимальную открытость процесса, в то время как родственники пострадавших от домашнего насилия обычно стараются не распространяться о том, что в их семье что-то было не так, ведь это тоже уят. Многие пользователи соцсетей обращают внимание на то, как трудно потерпевшим приходится во время процесса, поскольку судья не останавливает Бишимбаева, когда тот рассказывает о якобы неподобающем поведении супруги, которое не подтверждается фактами. В одном из выступлений Айтбек Амангильды указывал на то, что в Павлодаре, где живет семья Нукеновой, в отличие от Шымкента, родного города семьи Бишимбаевых, не бьют женщин. Это важная региональная деталь. В более консервативных регионах на юге и западе Казахстана по статистике больше насилия по отношению к женщинам. Бишимбаев признал, пнул несколько раз, дал пощечину, ударил по голове. Но вся его семья убеждена в том, что он невиновен. Для них это норма. Это очень страшно. Вопрос борьбы с домашним насилием больной для Казахстана. Каждый год от рук семейных агрессоров погибают не менее 80 женщин. Ежедневно в полицию поступают 300 заявлений от жертв. Все говорят, что если Бишимбаева не посадят или посадят на маленький срок, то всем женщинам Казахстана надо паковать чемоданы и уезжать. Если он, можно сказать, в прямом эфире убил женщину, все это видели, и ему ничего за это не будет, значит все. Любой мужчина может делать, что хочет, говорит медиа-менеджер Айсана Ашим. Общественный резонанс, возникший в связи с убийством Салтанат Нукеновой, повлиял на принятие закона о домашнем насилии. Он уже одобрен в Сенате и ждет только подписи президента. В Казахстане у него такая же судьба, как в России. С 2020 года документ обсуждали, но разговорами дело и ограничилось. Жестокое убийство Нукеновой потрясло общество в Казахстане. В ноябре 2023 года женщины запустили в соцсетях акцию с требованием ужесточить наказание и привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. В частности, девушки публиковали в соцсетях фотографии с макияжем, имитирующим следы от побоев, и рассказывали истории из личного опыта под хэштегами «Меняй закон», «Стоп насилие», «Не молчи», «Ужесточи наказание». После начала судебных действий и публикации показаний Бишимбаева, казахстанки запустили новый флешмоб. Их возмутили слова обвиняемого и его адвокатов о том, что погибшая якобы пила вино и вела разгульный образ жизни. 4 апреля инициативная группа запустила акцию «Напиши письмо в парламент» под хэштегом «Закон Салтанат» за криминализацию насилия и принятие законопроекта по обеспечению прав женщин и безопасности детей. Куандыку Бишимбаеву грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения за убийство, плюс от 4 до 7 лет за истязание. Защита Бишимбаева пыталась изменить квалификацию преступления на менее тяжкое, но суд ей в этом отказал. Бахаджан Байжанов может получить до 6 лет тюрьмы за укрывательство и столько же за недонесение о тяжком преступлении. Чтобы Бишимбаева признали виновным, за это должны проголосовать минимум 5 присяжных и судья. Но для высшей меры
пожизненного срока. Решение должно быть единогласным. Ишимбаев свою вину в зверском убийстве отрицает, однако признает причастность к гибели гражданской жены. «Я не говорю, что я не виновен и не признаю вины. Хотел бы разъяснить, что не признаю себя виновным в умышленном, осознанном убийстве Салтанат. Я понимаю, что это невосполнимая утрата, и знаю, что я к этим обстоятельствам причастен», заявил он в своей речи. При этом, по мнению экс-министра, все родственники и брат Салтанат устроили пиар-кампанию по искажению информации. Против него якобы формируется предубеждение любыми искажениями.